привязанный скотчем. Добрый день, сегодня прогоним Пурматов об очередной драме на аниме-форуме. Мама! Я в очередной раз отравился нищим пирогом, но в этот раз у меня ничего не украли. И в момент максимального терпения мне стали присылать информацию о том, что на двачах разгорается очередная драма. Да не просто драма, настоящий скандал, связанный с половой неприкосновенностью. Тред от 9 декабря, на который мне скинули ссылку, был уже в архиве, и в нем было написано: «Мама со своей дочкой сосут хуй за деньги. Дискос». И были прикреплены несколько видео в шапке с этим мероприятием. На видео была довольно мерзкая ебля при участии мамки и дочери, и некоего пожилого скуфа, который мало того, что был шлюхоходом, так еще и являлся режиссером не по годам, так как он снимал, как он ебется, на видеорегистратор. И таких видосов он сделал немало, заливая их на различные сайты, некоторые даже в платный доступ. Я парочку посмотрел, и там все шаболды, которых он ебал, это самое дно рынка. Какие-то бабки, либо стрёмные бабищи, к тому же ебал он их всех без средств контрацепции. Однако в видосах, которые были залиты в тред, больше всего пользователей заинтересовало поведение дочери на видео, так как она там плакала, ничего не говорила, а только мычит и натужно улыбается. Либо из-за умственной отсталости, либо ступор из-за стрессовой ситуации. Все происходящее выглядело как насилие в сторону дочери со стороны скуфа. Также непонятно было, когда эти видосы были сняты. На видеорегистраторе дата 2012 год, кто-то говорит, что это 2016, и из-за этих непоняток довольно долго муссировалась версия, что скуф еще и шатакод. Здесь, в принципе, вся ситуация странная, и стали производиться попытки деанонимизации действующих лиц, но мать и дочь сдеанонить получилось быстро. Это были некие жительницы Дружковки, Оля Рубашка 78 года и дочь Лиза 98 года. Личность скуфа довольно долго не получалось установить, но к 4-му треду это удалось. Это некий житель то ли Краматорска, то ли Кривого Рога, Игорь Белинский, 67 года. Он же режиссер не по годам, так называемый краматорский лысый из Бразерс, либо просто скуф. Переверните там все вверх дном, но накажите! Помимо деанонимизации скуфа были найдены некоторые героини его видосов, одной из которых оказалась некая Алинка, которой на момент съемки видоса у скуфа было 16 лет. Об этом всем было рассказано его родственникам в различных соцсетках. Сам скуф гасится, на сообщения в ТГ не отвечает, хотя читает и чистит переписки. Что касается Лизы и ее мамки, в треде вышел на связь некий полицейский, который заявил, что Лиза вместе с матерью последний раз фиксируется в Волынской области в июне этого года, и в отношении ее половой неприкосновенности совершил преступление некий мамкин сожитель, о чем ее мать написала заяву. Что же доказывает то, что Лиза недееспособна, так как она, будучи совершеннолетней, не написала заяву от своего имени, а вместо нее это сделал ее так называемый опекун. В общем, когда я все это прочитал, у меня вырисовалась абсолютно четкая картина, где мамка, так сказать, из социального днища просто берет загнобленную дочь-аутистку на трассу для повышения доходов от торговли телом, и что ее в первую очередь нужно отправлять на бутылку, а потом уже скуфа, так как он выглядит как типичный бумер-шлюхоход, который ебет что попало и как попало, на похуях бахнув перед этим литр пивалды. Ну накажите! Накажите этих мразей! Также была доведена инфа до учителя Лизы, и он сообщил, что инфа доведена куда надо, в киевской ментуре уже в курсе. И также он подтвердил, что проблемы с развитием у Лизы таки имеются. Еще было успешное внедрение в краматорские, дружковские, донбасские сети шлюхоходов в различных соцсетках, где был проведен поиск и расспросы насчет этой парочки. Люди подошли к этому сознанием дела, так как действительно в маленьких городах, где нет крутых сайтов с фотошаболд и возможностью подбора по возрасту, цвету кожи, волос и так далее, нет никакой рекламы на улицах, нет крупных шалманов, люди ищут шаболд во всяких так называемых группах для знакомств. В этих группах ошиваются и бандерши с сутенерами в поисках клиентов. Так вот, в этих группах имелось много информации еще с 21 года. Вот, например, дочь и мать из Дружковки, мамке 41, дочери 21, встречался несколько раз, изначально трахались для удовольствия, потом их на деньгу понесло. Вот еще, например. Как-то в вашей группе часто проскакивала семейка с Дружковки. Мать и дочь, которые встречаются для вознаграждения. Хочу, чтобы вы поделились историей, как это было. Отвечает некий человек. Часто вижу ее в городе. У дочки явная проблема с социализацией. Затравленный, перепуганный взгляд, и какая-то она вся кривая. Встречаться с ними я не рискнул. Еще заметка. У меня на них даже не встал. Там же дурка по ним плачет, особенно за мамой. Дочь умственно отсталая, мамаша тягает ее по всем недоебышам, а вы и рады. Еще, например. Семейка с Дружковки, мама с дочкой встречается для ебли, иногда берет финпомощь, встречаются в авто. И вот последнее еще.
Слух ходил, что у них вечуха, причем когда предлагают взять бесплатный тест провериться, они отказываются. На видосе со скуфом они также не предохраняются, кстати. И на всех видосах скуф тоже ебется без резинок. Но на самом деле эти две бабы потенциальные носители вечухи и, возможно, уже перезаражали кучу людей этим. А они даже не подозревают. Я хуй знает, почему они не проверились все еще, так как заражение людей вечуха это вообще уголовка. Хотя, может, они так спецом делают. Я вот слыхал очень много случаев, когда бабы давали пьяным додикам, там, по клубам всяким и другим рыгаловкам, чисто чтобы заразить их вечухой, отомстить. Еще помню городские легенды из 90-х про вечевые иголки в сиденьях и поручнях, типа надо 100 раз проверить сиденье, прежде чем садиться. Я вот помню, ходил, сдавал анализ на вечуху, потому что меня заставили перед заселением в общагу это сделать, типа надо, но я стерпел. Когда пошел за результатами, то мне этот запечатанный конверт медсестра выдавала с таким ебалом, будто я уже болею вечухой, тубиком и сифаком вместе взятыми. Было довольно неприятно. Что касается этих двоих, то, судя по всему, они знаменитости среди донбасских скуфов и шлюхоходов. Так как я еще не все охуительные истории про них зачитал. Там все по одному сценарию, в принципе, были. Скуфы крайне недовольны тем, что мать и дочь ёбнутые, платили им 500 гривен и забывали их как страшный сон. Очко, сука! Ножки только раздвинули, блядь! Сука. Касательно краматорского скуфа на чере удалось выяснить, что он из Краматорска и он местный ебака всякого шлака. Как говорится, какие шлюхи, такой лысый из Бразерс. Еще некий человек заявлял, что машина не скуфа, а вообще служебная, что-то с логистикой связано у него по работе и гоняет по командировкам малыш. Параллельно не забывая о досуге. Короче, так сказать, ВСЖшный четин, только тот за 800 евро плюс бесплатный отдых и ебал позарившихся баб в Турции неделю примерно. А этот чисто шабол придорожных снимает, видики коллекционирует и даже пытается на них подзаработать, так сказать. В общем, этого додика 100% можно привлекать за изготовление и распространение прона. Но я-то знаю, что Ментура рейды на вебкам-студии, Шаболт и тому подобных творцов контента проводит по наитию. Здесь решит рандом, насколько будет похуй на подвиги скуфа. Таких васьков, как он, дохуище. Я не думаю, что его закроют. Максимум с работы выпиздят за то, что в машине хер пойми чем занимался. Но вернемся к расследованию. В процессе всего этого удалось выяснить номер мамки, и одному умельцу удалось с ней выйти на контакт в телегруме и задать несколько вопросов. В общем, мамка говорит, что начали они торговать телом примерно пару лет назад. Со скуфом познакомились на сайте знакомств. Пару раз скуф давал ей фальшивые деньги, оплата их услуг стоила 100 баксов. Также подтвердилось то, что они находятся в Волынской области, как и писал полицейский в треде. Также инфа об износе Лизы подтвердится мамкой. Только она говорит, что это какой-то мимокрок бухой ее выебал, а не ее сожитель. Но здесь я намерен больше верить представителю власти, чем ей. Так как про Волынскую область он не спиздел, и про износ тоже писал. Именно со стороны сожителя мамки. Так что мамке верить вообще не стоит. Под конец первого разговора в ТГ анонимусу удалось заполучить суп мамки с заявлением на скуфа. Она пишет: «Я рубашка ОЯ, благаю да генералу Намазову АН защитить меня и мою дочь Носову ЛП от преступных посягновений Скуфидошенко Игоря Скуфидоновича на мою жизнь, в том числе половую». Короче говоря, на следующий день опять с ней удалось связаться, и она поведала, что Лизу в шкиле подтравливали, а в технаре вообще кто-то пытался то ли выебать, то ли приставал. Мамка вообще в разговоре пытается всегда увиливать и отвечает на вопросы, так сказать, без энтузиазма. Ну, понимает, возможно, чем пахнет дело, так сказать, вовлечением в проституцию недееспособного персонажа как минимум. Ну да ладно. И тут к переписке подключается Лиза. Она заявляет, что ебаться за деньги она начала год назад. И вообще это была ее затея, так как она понимала, что маме не хватает мужа. А в половую связь со скуфом она вступала по собственному желанию. Но на самом деле, я бы этим рассказам не очень верил. Так как у мамки, видимо, приходит осознание того, что она чудила, и вполне возможно, что она говорит, что писать в ответ, так как у них даже один телефон на двоих. У этой Лизы, скорее всего, вообще уровень развития 10-летнего ребенка. Ей любую хуйню можно рассказать, и она поверит. На нахуй тебе, блядь, сука! Томагавка в очко, сука! Блядь, сука! Еще была дополнительная драма, которая дополняла портрет мамки как тирана. Это некий кот Тарасик, которого якобы продали, так как в квартире появилась собака, которую якобы подарил скуф. Хотя самой Лизе типа понравился кот. Есть фотокарточки, где она его выгуливает и так далее, но мамка заявила, что кота никто не продавал, он сам убежал из квартиры.
Короче, хуй знает, вся эта история пропитана пиздежом, правду узнать дистанционно точно не выйдет. Вся эта ситуация отличная возможность попиариться для всяких там Никсель-Пуксель и прочих твиттерастов-активистов и тому подобных личностей. Лиза просто бриллиант для вас, так как она настоящая жертва насилия и жестокого обращения со стороны общества. Это не выдуманные истории Даси Кабан какой-нибудь, здесь суровая реальность. Бабы, воспитанные в провинции, которая к левым мужикам в машину садится в лесополосе, не опасаясь того, что ее могут пилой распилить и на пригорке закопать. Наверняка она много трэш-могильных историй рассказать сможет, если, конечно, она может говорить. Аня замкнулась в себе, настолько, что не разговаривает. С аутистами, насколько я знаю, такое бывает. Но у матери, судя по всему, на нее похуй вообще, типа норм со своим ребенком пойти телом торговать. По ее просьбе. Охуенно просто. Опять та же тема, что и с Лешкой Алмазовым. Просто ненужные дети, которых родаки бросают на произвол судьбы. Делай, что хочешь, никакой помощи, только гнобление и сплошное неуважение от родителей, а в лучшем случае полный похуизм с их стороны. Это очередное доказательство, что не нужно брызгать куда попало. В общем, возможность для вас взять Лизу на передержку куда-нибудь в страны Евросоюза, там, найти врачей, палачей, психологов, определить ее в пансионат, социализировать. Я же знаю, что в ваших помойных организациях денежки-то водятся. Грантики всякие, так пустите их на полезное дело, так сказать. А там, может, и удастся ее перевоспитать в нормальную анимешницу, научить готовить, а там и семью создаст и так далее. И да, в первую очередь отправьте этих двух на тест на ВИЧуху. Они все-таки среди людей живут, еще заразят кого-нибудь. И да, вы, карлики, всегда пользуетесь контрацептивами, когда идете к незнакомым ОЖП. Не только к менеджеркам, вы этих людей не знаете, так что доверяй, но проверяй. В общем, парочка сейчас в Волынской области живет. Так что езжайте в какой-то там монастырь, который находится там. Надеюсь, вы их найдете. Что касается правовой стороны, то в Украине законы о насилии и ебле ужесточились в последнее время, в связи с принятием еще так называемой Стамбульской конвенции. Мамка попадает под статью вовлечения в торговлю телом недееспособной девахи, плюс нерасследованное дело относительно того, являются ли они обе носителями ВИЧухи или нет. Если да, то за такое им обеим уголовка полагается. Это то, что мне удалось определить как доморощенному юристу не по годам. Что касается Скуфа, то он, на мой взгляд, вполне себе попадает под статью по изготовлению и распространению прона. Но будет ли ментура расследовать все это, большой вопрос. Еще Скуф может встречную заяву на них накатать, если выяснится, что они болеют ВИЧухой, с чем я его и поздравляю. А возможно вообще все наоборот, и Лиза не жертва, есть вероятность, что это она угрозами заставила мать торговать телом, и она, как бывалая адвачерша, пытается выставить виновным Скуфа, одного из сотен ёбарей. Просто ему не повезло, все повелись на ее форс и уничтожают Скуфа, хотя стоит воевать против бляди Лизы. А Скуф на самом деле лишен всех жизненных сил, так как их у него отняли эти две нимфоманки через хуй. Нашлись даже люди, которые стали писать, что они хотели бы себе такую аутисточку, только лиственную, так сказать. Вот, например, я влюбился в эту тяночку. Может ли кто-то выглядеть такой невинной, такой соблазнительной и недоступной? Но почему Скуф этот ее трахал? А ведь я мог ее любить, обнимать, няшиться под пледиком, не выпускать в этот гнилой жестокий мир. Почему мир так несправедлив? 350 гривен он ей дал. Да я бы ее на руках носил и каждый день подарки дарил, просто за то, что она есть со мной. Конец цитаты. В общем, как-то так. Делайте выводы, учитесь на чужих ошибках. На этом все. Всего вам доброго.